Привет всем, дорогие мои подписчики и гости канала. Меня зовут Юлия. Кто меня не знает, можете ознакомиться с моим каналом. И если вам понравится, подписывайтесь и оставайтесь. Несмотря на то, что я не профессиональный блогер и выкладываю видео, к сожалению, не так часто, как хотелось бы, тем не менее, мой канал довольно интересен для тех, кто интересуется музыкой, в частности, казахской музыкой, а еще более в частности творчеством Димаша Кудайбергена. И, конечно же, я благодарю моих верных подписчиков, которые со мной, которые меня поддерживают, пересматривают мои видео, пишут добрые, теплые комментарии. И добро пожаловать всем тем, кто подписался на меня за последнее время. Я очень вам благодарна. Оставайтесь со мной. Сегодня, наконец-то, у меня дошли руки до того, чтобы посмотреть клип «История одного неба». Вы хотите верьте, хотите нет. Я его не видела. Я специально не читала комментарии, я не искала какую-то информацию. И мне хотелось сохранить такую невинность восприятия. И данное видео это будет не реакция, так как я не буду вставлять сам фильм, сам клип. Во-первых, потому что он очень долгий, длинный. Во-вторых, потому что вы его уже видели и читали, и смотрели реакции других блогеров, реакционеров. И, собственно, вы с ним уже хорошо знакомы, и гораздо больше, чем я, в деталях и так далее. И в последнюю очередь из-за авторских прав. Я просто не хочу, чтобы мое видео заблокировано было, потому что я с трудом нашла время снять наконец-то это видео. Так что это будет не реакция, это будет не обзор, это будет не анализ, это будет впечатление, мое эмоциональное впечатление, некий импрессионизм. Поставлю на большом телевизоре. Возможно, я включу в свое видео какие-то отдельные эмоции, но самого видео не будет. Поехали. Да, моя проблема в том, что я никогда не пишу сценарии и совершенно честно и искренне делаю реакции. Если говорю, что я не видела, значит, я не видела. И испытывая такую эмоциональную бурю внутри, очень трудно говорить на камеру, очень трудно говорить связно, интересно для вас. Поэтому расскажу вот сейчас, как есть. Как обещала, я не буду анализировать именно сюжетную линию, не буду анализировать, какие встречались символы, потому что я знаю, что наши дирс еще те следопыты,
Для этого нужно пересмотреть несколько раз. Теперь мне уже посмотреть реакции, почитать комментарии, кто как понял. Мне это очень интересно будет. Я, само собой, разумеется, буду пересматривать. Я еле выдержала все это время, чтобы не смотреть, потому что для меня, так как у меня дети дома все время кто-то, и для меня очень важно такие произведения, то есть я понимала, что это будет шедевральное, эпохальное зрелище и событие в моей жизни. И мне было совершенно необходимо сосредоточиться, подготовиться морально к этому. Тем более, если я хотела это сделать на камеру с искренними эмоциями. Поэтому я оставлю в стороне какой-либо анализ. Мне сейчас нужно было следить за словами, за всем происходящим. Хорошо, каково мое общее впечатление? Я, конечно, расплакалась. Я знаю, что многие пытаются привязать данный клип к нынешней ситуации в мире, в частности, между Россией и Украиной. Буду прямо говорить, но так как мы знаем, что работа над этой песней у Димаша заняла 3 года, то есть до того, как это все так активно началось, то привязать непосредственно к этой ситуации выход этого клипа нельзя. Но воспринимая это сейчас, когда мы практически на пороге, да, Третьей мировой войны, ядерной войны, когда происходит такое в мире, конечно, восприятие идет абсолютно болезненное. Я как мать очень переживаю за будущее своих детей. Детей мне вообще показывать нельзя. Я на этом моменте просто разрыдалась. Я мать, я женщина, я адекватный вроде бы человек. И Димаш здесь все сказал музыкой, вокализм, кадрами и надписью, которая была в начале, в конце. Опять-таки банальная вроде вещь. Можно было бы сказать, опять единение, опять дружба народов и так далее. Но действительно, что же мы наделали? У меня такая возникла ассоциация. Мы все знаем, что Димаш очень любит и базируется часто на творчестве Майкла Джексона. Его песня «Earth» крик души. Крик души. И здесь я чувствую крик души, боль просто за то, что происходит в этом мире. Не только сейчас, а то, что происходит периодически или обязательно в той или иной стране, просто не так освещается, как ситуация сейчас, не так задействованы, может быть, все страны, как сейчас это происходит. Но, тем не менее, гибнут люди, гибнут дети. Вот вы знаете, некоторые говорят, что если какой-то публичный человек или блогер, или просто человек не высказывает какую-то четкую гражданскую позицию в сторону той или иной страны, то вроде как он равнодушен, он должен принять вот какую-то сторону, высказаться, как-то ее отстаивать. А мне кажется, вот это тот случай, я вот так чувствую, когда нейтралитет – это не равнодушие, а это очень-очень громкая позиция. Нейтралитет в плане не брать сторону какой-то конкретной страны, а понимать, что мы все дети этой земли, мы все дети этой планеты. Здесь показано было хорошо. Разные религии, буддисты, мусульмане, христиане, все религии, и те, кто не верит в Бога, но верит в любовь, в человечность, в какие-то высшие силы. Сколько можно это терпеть? У людей уже просто такой надрыв. И я обязательно еще говорю, почитаю комментарии. Напишите, пожалуйста, мне интересно, как вы восприняли это, какие вы заметили важные детали, чтобы я обратила на них внимание потом. Но вот эта боль, этот крик души, бесподобный абсолютно вокал, что об этом говорить, бесподобный Димаш, бесподобный вокал, шедевральная композиция, мне нужно переслушать, чтобы как-то ее еще
сейчас я восприняла это все общим событием таким, и оно мне очень сильно отозвалось внутри, потому что уже не знаешь как, уже иногда не хватает сил черпать в себе вот эту позитивность мышления. Просто, какая-то, ну, не депрессия, но просто иногда нападает отчаяние. Ну, сколько можно? Вот это вот отчаяние, вот это бессилие, что ты не можешь повлиять, то, что есть вот эти, силы политические, игры, стратегия, да, и мы, простые люди, мы никого не интересуем. Вы думаете, кого-то интересует? Вот я сейчас просто постараюсь быть максимально деликатной, не высказываться, как-то однозначно по поводу нынешней ситуации. Но неужели вы думаете, что кому-то интересны простые люди, граждане той или иной страны? Вот те, кому интересна нефть, газ, да, вот торговля оружием, территориальные какие-то, да, стратегические там объекты и так далее. Вы думаете, все, что говорится по телевизору, ну это такая ложь, просто невозможно слушать. Ни то телевидение, ни другое, ни третье, ни пятое. Совершенно очевидно, что это наивно полагать, что им интересны наши жизни, наши эмоции, наши кошельки, наше здоровье, наша психика. Такое ощущение, я никогда не придерживалась никаких теорий заговора, но сейчас я уже не знаю, что думать. Действительно такое ощущение, что у кого-то есть цель, у кого-то не буду говорить, у кого я не хочу вас тут разобщать. Есть цель нас выбить из-под нас землю, выбить из-под нас почву, нас всех разделить, подорвать наши исконные ценности, такие как семья, чтобы детки рождали, чтобы мама, папа, понимаете, чтобы все были живы, здоровы, занимались кто скотоводством, кто пел, кто врачевал. То есть вот этот нормальный ход жизни, он сейчас абсолютно перевернут. Огромные финансовые проблемы, огромные психические проблемы. Я уже молчу про всю эту свистопляску с вирусами, и теперь вот эти все военные действия, и что еще нас ожидает. В этом произведении, ну, я прожила свои личные эмоции, свои личные страхи, переживания. Но что есть позитивного? То, что этот клип, э, казалось бы, о войне, но он больше о мире, о том, что нам надо задуматься. Хотя от нас, казалось бы, мало что зависит, но если хотя бы мы, простые вот люди за экраном, не будем между собой, хотя бы мы не будем собачиться даже хотя бы в комментариях. Я уже молчу о том, чтобы с соседями, с родственниками не ссориться, уважать друг друга, любить друг друга, понимать, что мы все ходим под одним небом. История одного неба, общего неба для всех людей, черных, белых, красных, синих, зеленых, любой религии, любой расы. Это все написано, это все 100 раз сказано. Но удивляешься порой, как до сих пор это люди некоторые не понимают. Нельзя нам делиться. Нам нужно сейчас держаться друг за друга, за крепкие ценности, за вечные ценности, которые были всегда: взаимопомощь, милосердие, любовь к ближнему и так далее. Не нужна предвзятость, дискриминация по каким-то признакам. Это все настолько безобразно. И это крик души. И на вокализе меня просто разорвало. Вот эмоционально у меня просто слезы, у меня в душе, вот сердце бьется, в душе вот такой переворот, как будто да, да, вот я так же чувствую, спеть так не могу, но почувствовать так могу. Ну и, конечно же, такой образ тут у Димаша, он очень хорошо актерски вошел, исполнил. И так интересно, что человек — это такой дар, это э, такое счастье, когда ты можешь через творчество выразить настолько. Вот Димаш, как он умеет выражать вот эту любовь вот к миру, к своей земле, да, мы знаем песни Самалтау, Каран Илим, а здесь ко всей земле. Многие еще песни говорят об этом, что человек действительно понимает, что надо нам держаться, надо нам объединяться. Знаете, вот казалось бы, каждый раз новая песня, и кажется, ну чем Димаш может удивить? Феноменальные, но я не буду перечислять все качества Димаша, потому что это бесполезно. Уже даже не знаю, что нового придумать. Но вот этот совершенно феноменальный космический голос,
и вся его подача. И мне было интересно, что именно помимо клипа, помимо слов, мелодии, что интересно Димаш мне нового покажет. Но вот здесь, в этой песне, я знаю, что есть люди, которых не тронуло совершенно эмоционально, не знаю. Но здесь как будто бы я почувствовала, ну реально почувствовала, как человек вот эту всю ситуацию, как вот эту боль, он ее реально чувствует. Не для красоты картинки, не для популярности. Это реально его позиция, и вот эта боль просто, этот призыв идти к свету, к новому рождению, вот как здесь ребенок, новое рождение, надежда какая-то. Я хочу все-таки, я боюсь, что я, если буду говорить дальше, буду крутиться по кругу, ничего нового не скажу, и все-таки хочу вырулить на позитивной ноте. Хотелось бы, чтобы как можно больше людей посмотрели этот клип и поняли в себе хотя бы чуть-чуть что-то такое щелкнуло. И если в следующий раз, когда человеку, этому, который посмотрит, захочется сказать какую-то гадость в адрес той или иной нации, возможно, хотя бы из этого клипа он этого не сделает. Конечно, в каком-то утопическом мире, в идеальном, было бы здорово, если бы вот вышел такой клип, высказана такая точка зрения через крик отчаяния, боль души, и все в мире как-то встало волшебным образом на свои места, и все жили дружно. Но на то и есть слово «утопия». Вот. А мы катимся в какую-то антиутопию. Но какая-то надежда есть. Есть какая-то надежда. Вот на контрасте с такой болью и потерей есть новая жизнь, надежда на новую жизнь, надежда на мир, на объединение какое-то между людьми. Мы простые люди, мы должны друг друга поддерживать. Я, конечно, благодарю создателей этого шедевра, всех тех, кто принимал участие. Не буду сейчас называть имена, фамилии, чтобы неправильно там что-то не произнести. Самое главное, что сценарий и музыка, собственно, принадлежит Димашу. Ему за это большое спасибо. Он огромный молодец, что 3 года он над этим трудился. Он довел это дело до конца, он довел свою мысль, крик души до наших сердец. Мы должны это не расплескать, не потерять. Ну и, конечно, спасибо всем, всей команде, кто принимал участие в съемках. Это большой труд, и операторская работа, и режиссерская работа, и актерская работа. Все большие молодцы. Это эпохальный клип, и хотелось бы, чтобы он получил достойную ротацию, чтобы он где-то светился, рекламировался, продвигался. К сожалению, так не происходит с клипами Димаша. Я желаю ему огромного успеха, дальнейших величайших произведений и достойного внимания. Мне всегда кажется, что мало. Вот сколько миллионов? Мало. Надо, чтобы все по достоинству оценили старания, по крайней мере, человека как-то на этой земле принести вот такой вот свет, такие простые, но очень-очень самые важные ценности. Все, на этом я с вами прощаюсь. Не знаю, когда увидимся. Спасибо вам еще раз за внимание, что были со мной. Мира вашему дому.